Итак, мы в прямом эфире Music Box. С вами я, ведущая Милена Денега. И всем известен на весь мир уже просто Александр Рыбак. Ну, здравствуй. Очень приятно. Какую камеру мне смотреть? Ну, ладно, но я лучше на тебя буду во все. Это смешно, это очень смешно, что смешно было посмотреть этот клип, потому что... Ну, вообще-то клип же мне не нужен был, я же выступил на Евровидении, это очень там красивый номер прям был. Готовый клип. Да, и все равно норвежцы хотели, что нет, все-таки нужно клип. Я не такой, у меня есть гораздо лучше клип, вот чем уж этот. эти норвежцы, Да. понимаешь, вот нет, подавай им клип. Ну, на самом деле, знаешь, хочется тебе сказать, можно на ты, да? Да, конечно. Вот, хочется сказать, что вот как только я увидела вообще вот предварительно твою песню, как ты выступаешь, я сказала, что ты победишь. Я провидица. Я не Ванга, я Милена. Это Милена за меня голосовала. Я голосовала, да, смс-ки там посылала. Ну, на самом деле... Не зря, потому что наблюдаем за твоим творчеством. Да, и вот просто песни гениальные, классные и суперские. Знаешь, вопрос на самом деле первый, вот там девочки нам строчат смс-ки. Да. Ты на самом деле своей девушке написала эту песню? Да, конечно, но она уже не моя девушка, но... Эх, ты представляешь, как ей, наверное, плохо сейчас? Я думаю, ей хорошо. Она, наверное, сейчас смотрит просто телевизор постоянно каждый день и думает, блин. Или, может быть, она просто хорошо проводит время со своим парнем. Под твои песни? Может быть, под мою даже. Это было бы классно. Очень смешно, на самом деле, сейчас. Да. Ты скажи, пожалуйста, ты приехал всего, по-моему, на 3 дня, да, в Москву? Да, сейчас 3-й день, так что, конечно, кульминация сейчас у тебя. То есть мы такие счастливые, на самом деле, вместе с телезрителями. Саш, знаешь, хочется спросить, вот все так думают, вот подарила нам жизнь такого самородка, ну а мне хочется на самом деле сказать, что это была тяжелая работа и все с детства. Давай поговорим о твоем папе великолепном, который научил тебя играть, ну, наверное, был первым, да, твоим Ну да, преподавателем. папа усердно вообще работал со мной, терпеливо, я капризничал, как все другие дети. Он чуть-чуть строго и очень много любви ну, естественно, вложил. Сын, да? Это, то есть по рукам не бил, как обычно, знаешь, как там занимаешься? Не, он очень умно меня воспитывал. И мама играет на фортепиано, так что... Да, я знаю, что мама у тебя... Ну, мама тоже еще и петь, по-моему, да, может? И бабушка у тебя. А мне сказали, что она так очень хорошо поет. Вот так, такая критика. Как ты так можешь о своей маме? Не-не-не, она нормально поет, но вот так вот на ночь очень... Как раз для этого у нее прекрасный голос. И она с папой дуэт, они поют на таких русских вечеринках, да, в Норвегии. Очень приятно их слушать, и мы трио пели вместе. Так что мы музыкальная семья. А где вообще послушать можно? Вот папа, мама? Это эксклюзивно было. Да? Да. Так что не все выступления должны быть на YouTube, я считаю. Иногда нужно именно вот ловить момент, именно вот секундное такое, да, это и есть счастье, мне кажется, да? Ну а бабуля, расскажи, вот бабуля же тоже у тебя такая была, прям творческая натура. У меня обе бабушки очень даже большие молодцы. Бабушка Зина работала преподавателем, а бабушка Майя, мама моего папы, она фортепианистка была. Так что они, конечно, мне обе очень помогли. И я их посещаю, когда бываю в Беларуси. Так что я всегда вспоминаю про семью. Вообще-то, я не говорю, что я такой парень, который каждый день вспоминает, звонит семье, говорит, что я их люблю. Я надеюсь, что у меня был бы этот способ, но, к сожалению, я очень часто им не звоню. Но я очень ценю мою семью и все, что у меня успех, что я все время гастролирую везде, это все бонус. А самое главное, это все-таки семья, что им хорошо. Представляешь, я тебе по секрету вот прям расскажу всему свету. Мне, понимаешь, мне подсказывают, что иногда нужно смотреть на камеру. Ты понимаешь? Не могу оторваться от твоих красивых глаз просто. Ой, приятно как. А мне куда? А мне на вас смотреть? Здрасте. Нет, ну это все шутки. Слушай, ну я знаю, что первое стихотворение свое, по-моему, папа твой вспоминал, ты написал
песню даже, по-моему, да, в 3 года. Там, Да, гулял это по какие-то- лесу, пел песенки. Ты помнишь вообще первое произведение? Маслята, маслята, взгляните на небо и так далее. Орленок, да. орленок. А после этого я не сочинял ничего на русском, пока сейчас вот песню не сочинил. Я надеюсь, вы потом ее покажете. Нет, мы обязательно Да. покажем, да. Ну, вот скажи, ну трудно сейчас писать на русском? На русском языке? Ты очень великолепно разговариваешь. Спасибо, уже лучше и лучше. Раньше трудно было со мной разговаривать, сейчас уже лучше. А писать на русском, вот там для этого мне нужно большое вдохновение, потому что... И кто же является твоим вдохновением? Просто музыка, любовь к музыке. Иногда я могу просто сидеть в такой неинтересной комнате, в кухне, и все равно... Неинтересной комнате? Да, и все равно я сам что-то... Я поняла, то есть, ну, нахожу гармония твоя, из да? музыки, да. Ну, внутренняя мелодия меня пробуждает. И вот так вот я написал последние мои 100 песен. Без никаких гор, так как все думают, что я всегда езжу по природе. Все, у меня все вдохновение здесь. С последних своих 100 песен. А сколько у тебя вообще этих песен? Ой, песен очень много, но я же не только попсу пишу, я еще квартеты для разных ансамблей пишу, такие, для струнные квартеты, для оркестров. Партитуры прям расписываешь? Да, и поэтому... Всегда просто удивлялась таким людям, как ты. Ну, мы такие люди, как мы разнообразные, да. Нам нравится жизнь. И поэтому люди часто спрашивают, а почему так мало песен твоих по радио слышно и так далее. Потому что многие из моих песен не для радио, они вот джазовые, например, там, или металл я даже написал для разных для группы, да. А часто классическую музыку пишу. Ну, я знаю, что ты преподаешь еще маленьким деткам, да? Да, и не только маленьким, но деткам, талантливым детям. Я гастролирую в многих разных странах. У меня уже были проекты, где у меня был типа так мастер-классы, а потом после 2-3 дня с этими мастер-классами мы вместе выступаем для большой публики. Например, я в Техас сейчас был, да? Texas, Юстон. Там у меня огромный концерт был, 1500 людей слушали. Это очень успешные вещи были. В Баку я недавно участвовал. Делал такое. Да. В Турции у меня тоже было. В многих странах. Причем твои поклонники выкидывают постоянно фотографии. Ну вот. Да. Конечно, я мечтаю о том, что преподаватель или какой-нибудь директор школы меня пригласит здесь, в России или в Беларуси, чтобы я мог со славянскими детьми поработать. Ты серьезно, конечно? Конечно. Так, мы сейчас обращаемся ко всем преподавателям страны, России, Белоруссии. Звоните, пишите, мне все нормально, договоримся. Да, молодец. Я буду тебя тут менеджером, понимаешь? Но все это шутки. А мы прямо вот сейчас посмотрим твою такую очень новую песню. Да, самую новую? Котик. Самую новую, да. Да, это, кому ты ее написал, ну расскажи. Я написал это моим поклонницам, потому что они все такие милые, они мне очень хорошие подарки, красивые подарки мне дарят. Да, но это не обязательно. Потом я, конечно, очень рад, что у меня получилось самому наконец-то написать русский текст, не только мелодия, а текст на русском, в рифму. И хотя это такой простой текст, но это в моем стиле, что это очень всем понятно. На русском, да, первый. Мой первый, я сам все сделал, и я очень даже горжусь этим. Надеюсь, людям понравится. Ну, мы прям вот сейчас и посмотрим. Котик, смотрим. Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась ты, мой котик, 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 котик. Был независим, а сейчас так скучно без тебя. Ты сердце разрываешь, с моей душой играешь. И я не против, пусть смеются люди надо мной. Но стоит только мне уснуть, мой зайчик, зайчик, зайчик. Ты тут как тут и вырастают крылья за спиной. И над землей летая, я об одном мечтаю.
ночи не могу не думать о тебе. Ложусь пораньше спать, мой котик, 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 чтоб на короткий миг побыть с тобой наедине. Кручусь, уснуть пытаюсь, но тут же просыпаюсь. И пусть твердят, что мы не будем вместе никогда, что так бывает лишь во сне, мой зайчик, зайчик, зайчик. Но для тебя я сдвину горы, осушу моря. Одно я точно знаю, лишь о тебе мечтаю. А может быть сможем мы разорвать оковы сна и вместе будем навсегда. И может любовь поможет в реальность превратить в волшебный сон, в котором только мы вдвоем. Однажды утром не успел открыть глаза, а ты стоишь передо мной, мой котик, котик, котик. С тех пор твою ладонь не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря мечтаю. А может быть сможем мы разорвать оковы сна и вместе будем навсегда. И может любовь поможет в реальность превратить в волшебный сон, в котором только мы вдвоем. Может быть сможем мы разорвать оковы сна и вместе будем навсегда. И может любовь поможет в реальность превратить в волшебный сон того, кто по уши влюблен. Итак, мы снова в прямом эфире Music Box. С вами я, ведущая Милена Денега. И прям вот сейчас у нас есть звонок. Представляешь, Саша? Давай звонок. Алло, вы дозвонились, ура! Мы вас слушаем. Алло. Ой, Да, привет, да. очень громко. Привет, Сашка, привет, Миленочка, привет. Меня хорошо слышно? Да, Да, как мы тебя вас зовут? слушаем. Ой, Сашка, сейчас слушала твою песню, пока была в ожидании. Еще раз тебе хочу сказать, песня шикарная, слова шикарные. Очень Припев приятно. прям хочется, вот я не знаю, такое вдохновение захватывает, танцевать, петь. Теперь каждое утро просыпаемся под твою песню. Ой, как приятно. Ну, я твой голос узнаю, я думаю, я тебя раньше слышал, да? Конечно, слышал. Не только слышал, но и видел. Ой, приятно. Сашка, Это знаешь, соседка моя. я еще хочу Не. тебя спросить. У нас вот такой вот вопрос к тебе. Насколько ты любишь своих поклонниц? Я знаю, ты будешь 9 июля в Витебске на Славянском базаре. Да? Да. Вот. А у нас тут у девочки день рождения, у Дашечки. Мы хотели, конечно... Хорошо, Так, отменю корпоратив. выступление, поеду на день рождения. Все, не тебе корпоратив уже Да, заказывать. всё, Да. договорились. Говорите, вы еще в эфире. Мы хотели, конечно, здесь день рождения отметить, но мы едем к тебе в Витебск. Это наш подарок для Ой, нее. приятно. Ты бы, вот мне интересно, ты бы смог уделить нам время после там Славянского базара, когда ты там споешь, пропоешь? Ой, всё? сколько таких В звонков. прямом эфире, представляешь, как договаривались, все. Я точно вам уделю время в том смысле, знаешь, как что нам- я вам спою из сцены. А так, я надеюсь, что вас тоже встречу. Саш, представляешь, Обниму, как тебя на цветы понт получу. просто, видишь, берут. Может быть, даже вам цветы дам, В если у прямом вас день эфире, рождения. пообещай нам в прямом эфире, Ага, что ты понятно. поздравишь. Умно, очень умно. Да, Но очень. я тебя узнаю. Ну круто, видишь, Да. вы молодец на самом деле, так надо поучиться вообще. Ну, Все, спасибо вам большое, тебе. да, ты не первый раз в Витебск ездишь, по-моему, уже Второй? третий, нет? Нет, в Витебске я часто бываю.
На Славянском базаре я уже второй год подряд. Так что, значит, ничего неправильного не сделал в прошлый раз они меня второй раз пригласили. Спасибо. Ты знаешь, у меня на Мам. самом деле еще один такой вопрос, может быть, каверзный, не знаю. Значит, 2009 год. Да. Ты мегазвезда, ты победитель Евровидения. Ну, И вдруг ты идешь на минуту славы. на минуту куда? Минуту славы на Первом канале. А, Это, Я там, это был какой-то да. прикол? не, почему? А что, это тебе не нравится Нет, этот шоу? просто все, ты вот завоевал все невозможное, что можно Ну, завоевать. не, какая минута славы? Я же не участвовал там как участник. Я просто сказал Спел, привет. спел, Ну. да. Вот А это что вопрос это был такое? у людей. А что за То есть, вопрос? Я не понимаю. что за Люди вопрос. просто забивают Ну. в Гугле, в Ютубе, то Ну. есть, и видят минута славы. То есть, и не понимают, как звезда пришла на минуту славы и поет наравне со всеми. Вот. Какой наравне со всеми? Я же не как участник там был, меня просто пригласили. Ну, вот. Ну, Вот это теперь вот, мы вот и все ответ. поняли. Да. Вот и ответ. Ну, расскажи, пожалуйста, будешь ли ты еще участвовать в Евровидении? Может так- быть, как композитор. Может быть, как композитор. То есть ты не хочешь повторить еще успех такой? Успех всегда хочется повторить. Не повторить успех, потому что Ну, опять хватит, первое что место. воспоминания. Ну, вообще-то, мне хватало вот того ажиотажа, а сейчас мне приятно работать локально в разных странах. В Норвегии у меня мюзикл, я над ним работаю. Здесь, в России, у меня русские песни. И мне гораздо легче так работать, когда можно иногда чуть-чуть подышать, чем когда все время такой большой ажиотаж, это трудно. Мне гораздо лучше, конечно, когда время, иногда вот пару раз в неделю у меня большой ажиотаж, большие концерты, а так я могу уже без никаких там больших конкурсов просто работать над качеством, над музыкой, над творчеством. Ну, а расскажи вот о своем мюзикле, например. Это вот новый, который мюзикл. Но был еще один мюзикл, с которым ты ездил по всему миру практически со своим отцом. А, Я по-моему, да. вокалисты были Аха, насколько я помню, да? Да, я с ними тоже сотрудничал там. Это мюзикл, это не я написал, мне тогда было 15 лет, когда я участвовал. Мы в Китае были, мы в Америке были. И мне очень нравятся мюзиклы, и поэтому я сам сейчас свой написал про тролля. Но Так. ты там будешь в главной роли? Конечно. Это тролль, который никому не доверяет. Это и ты про себя? Да, конечно. Живет в лесу, так что это уже не про меня. Живет в лесу, но и на скрипке играет. И когда он играет на скрипке, так он, как называется, заколдовывает людей, так Да, что они да. делают все, что он хочет. И это, Супер. конечно, так что эта скрипка такая чуть волшебная, Такая, чуть-чуть с двойным плохая. смыслом, да? Но я, конечно, надеюсь, что через год или через 2 или через 3 я могу снова с тобой про это поговорить, и в этот раз уже будет русский перевод. А пока что я это сделал на своем, не родном языке, а как называется? Ну, там, где я живу. Мне он... На Да, Норвегии ты мне он будешь, легче да? получается. Норвежский гораздо легче на норвежском все писать, так что я... В первую очередь это норвежский мюзикл для детей. И я, конечно, очень надеюсь, что будет русский Я перевод. очень надеюсь на то, что я буду в Норвегии и посмотрю обязательно. А, прям, это да. тоже И в этом можно. году я туда Давай. собираюсь. Пока что это книга и альбом. Вот. А вот ты Так как пишешь бременские музыканты, кстати. Они меня очень вдохновили. в свое время, ты Да. имеешь в виду то, что первое, как муза, наверное. Да, или там «Финист Ясный Сокол», тоже я помню, что был. Вот, Вот. подсказывают мне, дозвонились из Москвы и хотят задать вопрос. Алло, алло, вы в эфире. Здрасте. Ой, только отойдите, Странный пожалуйста, звук. от телевизора, да, говорите в трубочку. Ну что-то я слышу. Алло, алло, алло. Здрасте. Еще раз попробуем.
Ну ладно, перезвоните нам, давайте Да, еще раз это, потом. ты понимаешь, Да. это уже твой Жалко. мюзикл уже действует, понимаешь? Ага. Посмотрели скрипку, заколдованно позвонили, упали в обморок перед Ну телевизором. как ты понимаешь, можно на ты? Да, Как конечно. понимаешь, что мне очень нравится работать локально, на разных языках, для разной публики. А вообще-то мне очень нравится истории рассказывать. Так как мюзикл история, сказка, fairy tale история. И также новая песня, которую мы сейчас видели, «Котик». Это тоже, я рассказываю историю про То как есть ты расскажешь историю, то, что ты пережил сам, получается. Да, или как я воспринимаю свою жизнь, или как я чувствую. Так что «Котик», например, это про то, как невозможно влюбиться, когда ты знаменитый человек. Потому что тогда все время думаешь о том, что нет, лучше не надо влюбляться сразу. Господи, Нужно как это до разлюбиться. боли знакомо, простите, что я Да, не смотрю ну вот. в камеру. Алло, еще звоночек, алло, да, прям просто вообще шквал звонков. Говорите, пожалуйста. Даже 4-й. Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня слышно? Да. Хотела задать вам. Скажите, пожалуйста, Саша, а вы смогли бы взять ребенка из детского дома и принять его как родного? Смотря на то, что... Мог бы я ребенка с детского дома, Да, из детского принять? дома как родного и принять. Ну, что это? Ой, почему? Я думаю, что Спасибо это, большое за звонок. это хороший вопрос, и мне, может быть, даже легче было это уже, потому что я такой чуть-чуть трус в этом смысле, что... В каком смысле? Ну-ка, вдруг расскажи у нам. меня совсем какой-то не какой-то ребенок получится. Ты И- смеешься, да, ты такой я не красивый смеюсь. мальчик. Я надеюсь, что вообще у тебя будет куча своих детей. В детдоме очень много, кстати, очень много умных детей, и в России очень хорошие, не детдом, как называется, роддом, да? Нет, как-то Нет, детский дом, да, детдом, да. И там ты уже знаешь, как нравится. Ладно, уже меня убьют ну, за на это, но самом если деле, нравятся на самом тебе деле детей- рыжие дети, так бы рыжие. Если нравятся Это нравятся ты на китайцы, что сейчас так вообще тогда намекаешь? Что что тогда? рыжие дети ему нравятся? Ну, или хочется, чтобы они были серьезные или улыбались, и тогда ты сразу знаешь, чтобы потом не мучиться всю Ты жизнь. представь, мне не дадут нормально с тобой поговорить, вообще еще звоночек. Давайте. Алло, вы в эфире говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Саша, сейчас мы с девочками смотрели твой клип. Она так Саша Очень сказала, что я романтичный думаю, клип, что я такой с ней там тоже- трогательный, тоже. трепетный, счастливый, влюбленный. Так приятно тебя было смотреть. Спасибо. В общем, мы в восторге от тебя. Желаем тебе из Москвы большой-большой привет, удачи, вдохновения. Ты для нас самый-самый лучший котик. Ой, спасибо вам Да. большое, очень большое спасибо. Я надеюсь, вы будете продолжать поддерживать этот новый клип и делиться им с друзьями вашими. Вот ты Вот, знаешь, спасибо. на самом деле, Муа. я сейчас думаю, что очень много котиков появилось вот прям в прямом эфире. Да, Потому может что, ну быть. просто первый котик это я просто, потому что сейчас упаду со стрелой Амура в сердце. Ой, как приятно. Да, и Ну. на самом деле уже всех ты покорил, ты видишь. И давай прервемся прям на твой клип, посмотрим еще один чудесный Интересно, какой? клип «Стрела Амура». Я, кстати, сегодня А. слушала эту песню. Вот такая песня, в общем, мне безумно Ну, она во всяком понравилась. случае, про мою же. Вот это про мою жизнь. Вот и смотрим и слушаем «Стрела Амура». Итак, мы снова с вами в прямом эфире Music Box. С вами я, ведущая Милена Денега, и прям вот опять звонок, ты понимаешь? Вообще? Давайте. Не могу с тобой поговорить, наговориться. Алло, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Даша. Я бы хотела сказать, что Саша, привет. Здравствуй. У тебя очень классный клип вышел, я тебя поздравляю. Спасибо. Меня зовут Даша, я уже сказала, да? Да, Я да. еду в Витебск, мы с девочками. У меня будет день рождения 9 числа, и вот девочки тебя уже приглашали. В общем, я тебя еще раз приглашаю, и хотелось бы задать вопрос. Что бы ты делал в первую очередь, если бы знал, что завтра будет конец света? Я бы тогда тебя... Спасибо большое, Тогда бы я Даша. тебя, конечно, поздравил с наступающим днем рождения. Ну ты даешь. Нет, мы на самом деле и так поздравляем, да, Даша Николаевна? Искренне поздравил лично.
Ну и все-таки будем надеяться, что не будет конец света, чтобы ты увидел меня на сцене в Витебске. Вот так-то. А у меня почему-то какие-то пошлые мысли появились. Конец Про света. конец света? Что, нет, Чего что вы там? сделали последним. Ну ладно. Оргию устроили, да. Ну ладно, мы в прямом эфире, дорогие телезрители. Но я не могу рядом с таким мужчиной сидеть красивым. Без Ладно. пошлых мыть, понятно. Да, не могу, понимаете. Я настоящая женщина. У нас Такие опять нам нравятся, звонок такие нам из нравятся. Питера. Давайте. Алло, слушаю вас. Алло, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Саша, Здравствуйте, привет. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я из Санкт-Петербурга. Привет. А сейчас ты где? У меня два маленьких вопросика к тебе. Понятно. Какие сериалы ты любишь смотреть и умеешь ли ты водить машину? Спасибо. Спасибо большое Очень за вопрос. Прикольно. Несовместные Не, на какие-то самом деле, вопросы, очень но такой- спасибо тебе. Машину, да, конечно, могу водить. Я права сдал день перед тем, когда выиграл отбор национальной Евровидения. Прям вот Представляешь? что такое везет и Представляешь? как с ним Представляешь? бороться, да, Вот. сразу. Но я бы не посоветовал с одной машине ехать. Так, потом... Это почему? А первый вопрос? Про что? С- Сериалы, да? Сериалы. Ой, да, я какие все сериалы? все сериалы пересмотрел, когда там я с ансамблем каким-нибудь выступаю, и ребята идут гулять после концерта. Я иду домой, смотрю пару эпизодов, чтобы заснуть и быть бодрым в следующий день для новой работы. Так что я много сериалов пересмотрел. Мне нравится Californication, мне нравится Game of Thrones. Я знаю, что в России свои названия, но вы понимаете. Да, ну ты просто Game of прочитал Thrones, это по да. моему тупому выражению Да. лица, да? А Game of Thrones, что еще нравится? 24. Прекрасная серия. Ну, я думаю, так и называется. Ой, еще один звонок, еще один звонок. Я Прям могу вообще- перечислять целый Алло, вы в эфире, говорите. Алло, здравствуйте, меня зовут Здравствуйте. Ангелина. Я хочу поздравить Сашу с выходом его классного нового клипа «Котик». Спасибо. Спасибо. И, конечно же, задать вопрос, так как, Саша, ты являешься любимцем публики, девушек, русских и не только. Я бы хотела спросить, какое главное качество в девушке должно присутствовать? Спасибо большое, Ангелина, за Ой, это так вопрос. много разных качеств есть. Правильно сказал? Качеств? Да. Нет, же говорю, ты очень прекрасно Ну, уже- разговариваешь на русском Ну, языке. понятно, самое главное. Да. Мне самое главное, чтобы девушка любила себя, чтобы она наслаждалась интересно. своей жизнью, и чтобы она не зависела от есть не фанатела никакого на мужчины, и чтобы она не боялась всегда говорить правду всем своим, особенно если это позитивная правда. Вот. Так вообще правду или только позитивную правду надо говорить? Очень интересно. Если человек любит себя самого, я думаю, он может сам понимать, когда хочется просто комплимент человеку дать, и человек не боится, что, ой, что он мне ответит, а просто вот комплимент дают, и все. Вот это я очень ценю у женщины. И у девушки тоже. Ну, на самом деле, правда может убить еще, ты знаешь, мне кажется, тебе. Ну, так я говорю, ну, если не позитивная правда, так может убить, да. Так что, ну, я думаю, просто нужно... Ну ладно, мы умеренно жить, углубились да. на эту тему, поговорим отдельно потом на эту тему. В уши сказали, да, что давайте лучше не про это. Нет, в уши дует в уши, да, ты Да. так сказал, в уши сказали. В общем, на самом деле, давай следующий вопрос. Меня интересует, например, вот как прошел тот период, когда ты участвовал в телепроекте шоу «В один в один». Какой из образов тебе понравился? Может, какие-то казусы были, не знаю, там налепили там что-то не то куда-то, там потянуло. Я чувствую, всегда лепили красиво, конечно, все лепили, но это кожа моя не привыкла. Она всегда спрашивала: Саша, что сейчас такое происходит? Who is it? Образ, самый мой любимый образ из шоу, это когда победитель Руслан Алихно сделал Fairy Tale. Это, конечно, было классно. Он так с юмором это спел.
с уважением. Да потом еще шутил на полунорвежском, полурусском. Это было гениально. Так что это навсегда запомнилось. Молодец, Руслан. И молодец, Глория Гейнер, который я делал. Мне это тоже запомнилось. Это интересно было чуть-чуть в платье было потанцевать. Один раз в жизни хватит. Но мне это понравилось. Спасибо вам за поддержку, что вы и смеялись со мной, и плакали, и голосовали. Спасибо вам большое за 2 место, это же из-за вас. Ну, на самом деле, ты говоришь победитель, ну, я считаю, Руслан? Да ты тоже победитель, извини. Ну, мы все это победители, первая но особенно тройка, Руслан, это все потому что он победитель. победил. Ну, ты тоже победил, понимаешь? Мы, Я- судя по звонкам, это сейчас слышим. На самом деле, такое бывает очень редко, я тебе честно скажу, Да? что вот так вот прям Ну, звонки спасибо. за звонком. Я шли. думаю, это та же самая девушка с разными голосами звонит. Ну нет, голоса-то на самом деле мы слышим, что разные. Ну, ты знаешь, вот хочется еще такой вопрос задать. Вот смотри, опять же, вернемся, да, к Евровидению. Евровидение, ну ты мега-звезда уже дальше, ну некуда, не знаю. Как Дальше ты себя вообще можно. справлялся с вот таким количеством фанатов? Знаешь, что я которые- еле-еле справился, и я как раз почувствовал, что вот как раз победил Евровидение, и это в меру. Я сразу почувствовал, в каких странах мне гастролировать, где у меня больше всего фанаты, где самые преданные фанаты. И я помню, что у меня были концерты в России и в Швеции, и как раз в тот же период меня пригласили на 2 очень важных шоу в Америке, Эллен Дедженерес и Опра Винфри. И я вот отказался, потому что они просто пригласили, чтобы они хотели, чтобы я там 30 секунд пошутил там и спел. И, конечно, это было бы интересно сказать своим детям, если когда-нибудь у меня такие будут, что я был на Опра Уинфри. Настройся ты когда-нибудь. Я тебе обещаю, что они у тебя будут. Ну, друзьям сказать, что я был на Опра Уинфри, конечно, было классно, но я не хотел жертвовать моими фанатами в Швеции и в России. Так что самое главное было не отменять концерты. И после этого я думаю, только 4-5 концертов отменил в своей жизни. Ну, я вот имею в виду, вообще были какие-то, знаешь, вот казусные моменты. Ты выходишь, например, не знаю, из отеля, там, из дома, да, и вот просто не можешь пройти, там, крики, истерики, не знаю, Саша, женись на мне, я рожу тебе ребенка, там. Но всегда отели у меня тайные, так что никто не знает, где я живу, когда я гастролирую. Но, например, 17 мая тогда был День Конституции Норвегии, и тогда, конечно, я в костюме выхожу, и девушки в национальном костюме меня везде встречают, хотят сфоткаться, потому что в такие дни тогда как раз можно подходить к человеку. А так, я думаю, большинство людей, неважно, где они живут, они умные, они понимают, когда человек так быстро проходит, когда у него нет времени. Так что у меня очень даже сбалансированная жизнь. Иногда, да, как ты говоришь, невозможно нигде пройти, а иногда проходишь и никто не замечает. Ну вот ты слышал, да, сегодня ты только дверь открываешь, и раз, грохот, я со стула упала. Все. Ой, упала? Ну нормально Не все? слышал, да, это я за стула упала. Ну ладно, ну вот хочется посмотреть на самом деле еще один твой клип «Небеса Европы». Давай. Смотрим. Итак, мы снова с вами в прямом эфире. С вами я, Милена, и очаровательный Саш. Саш, ты просто, вот знаешь, покорил всех у нас. Я просто телезрителям давай. сейчас скажу. Я уже не буду напоминать телефон, понимаешь, потому что все это видят, куда звонить, куда писать. Ну вот просто у нас планшет сейчас разорвется от вопросов. Понятно, И давайте телефон вопросы. тоже, на самом деле, чтобы вы понимали, что я читаю то, что вы пишете. Очень много вопросов, там, Интересные не знаю, вопросы. когда ты на мне там Умные? женишься, сняться в клипе, ну и тем не менее, тебя любят. Знаешь, очень интересный вопрос такой, как ты относишься к пирсингу и татуировкам? И любишь ли вообще это делать? Если Жанне что-нибудь умное напишет, так это может быть очень красиво. Мне очень нравится мачо, когда мужчины что-то очень... Такие акшн-герои, да, которые что-нибудь такое
мама. Не забуду мать родную. Да, это приятно. И когда, конечно, когда у девушек в каком-нибудь таком тайном месте татуировка, это очень мило. Это мило. А иногда вот люди не совсем одумались, они нам написали, например, young, sexy and single, понимаешь? Да. И потом им становится 90 лет. Ты такой интересный, у тебя Да. И эти татуировки, young, sexy and single, когда ему уже 90 лет, она уже это как-то уже, да, не совсем актуальная татуировка. Так что нужно осторожно. И особенно если еще я увидел такой же Young Free and Single с коляской. И это тоже как-то не совсем сочеталось. Так что осторожно, что в этот... Ну, мы надеемся, мы ответили на ваши вопросы. Я и думаю, да. опять звонок. Представляешь, это прям конечно. просто. Алло, да, вы в эфире, мы вас слушаем, представьтесь. Алло, Саш, привет. Привет. Я бы хотела спросить... Как тебя зовут? Ты в каком-то видео говорил, что вот поклонницы тебя знают и дарят тебе подарки, там делают сюрпризы, ну, такие, которые, ну, тебе нравятся. Вот иногда нравится. Самые мои любимые сюрпризы, это когда маленькие, малюсенькие подарки мне дарят, чтобы потом не нужно было платить $3000 на Мне самолете. вот хотелось бы узнать, вот для тебя, вот сейчас бы, если был бы выбор, вот, и тебе предложили бы какой-то подарок, вот для тебя самый важный такой подарок, вот, чтобы тебе подарили, это какой? Это семейная программа, я не могу это сейчас сказать, конечно. Ой, блин, ну ты Но мне, знаете, что самое классное, это когда мне дарят подарки, которые немного весят, и все равно вот здесь вот много весят. Например, игры для Xbox. Вот все я сказал. Ну, очень потому что, нет, я не говорю, что так, например, что вот это фантазия. Просто есть девушки, которые, я абсолютно не ожидаю, я не хочу, чтобы люди тратили много денег на подарки. Ну, я думаю, сейчас просто топы стоят и будут тебе покупать Но просто подарки. мне уже подарили для Xbox, для Nintendo, это так было, реально порадовало меня. Вот. Знаешь, на самом деле, я вот прямо сейчас в прямом эфире тоже сделаю тебе подарок. Ого, Да. давай. Я такая сижу, понимаешь, фанатею, ты же фанатеешь. Ага. Я тебе тоже дарю вот свою песню, любую, какую выберешь, честно. А ты мне расскажи тогда. Я потом расскажу тебе, вот прям при всех я это говорю, абсолютно. Очень приятно. От чистого сердца. Но еще, знаешь, вопросы очень интересные у нас. Хороший подарок, кстати, очень хороший. И аранжировку, да, и все сделаешь. Да, можешь все петь. Ну хорошо. Причем крутую аранжировку. Ну ладно. Понятно. Следующий вопрос тоже задают у нас планшет, я же говорю, разрывается просто с группы ВКонтакте. Какой самый безумный поступок, который ты делал в своей жизни? Вот как ты считаешь, вот самый безумный поступок? Ну что ж, я помню, что я ради девушки после концерта я ночью поехал в Африку, чтобы с ней побыть полдня, и потом опять уехал, потому что она не хотела ко мне приезжать, так что я к ней приехал. И, конечно, это ее обрадовало. Ты специально сейчас это делаешь? Ты представляешь, сейчас все девушки просто упали перед телевизором просто. Но я сам тоже, конечно, обрадовал себя. Я не знал, что я такие поступки могу делать. А потом я еще в гостинице в Тёнсберге, это в Норвегии жил. И там очень красивая девушка работала. Я собрался цветы купить, и там, в цветном магазине там тоже красивая девушка работала. Так что я у нее купил, конечно, мы чуть пофлиртовали. Я пошел к этой девушке в рецепции и вижу, что у нее парень. И не такой типа парень, а хороший, нормальный мужчина. Такое так что бывает ладно, редкость очень, так да, что я пожалел парня просто. Она просто увидела, как я, хотя как раз тогда она без него, он ушел, я мог бы ей, конечно, подарить цветы, но она просто увидела, что Саша пришел с цветами, так повернулся, опять ушел, и я, конечно, подарил это этой девушке, которая в магазине работала. Так понятно, что это судьба была в тот вечер. Представляешь, опять звонок, мне просто не дадут с тобой сегодня пообщаться. Давайте. Алло, вы... Алло, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Вечер.
Петя? Мы вот с сестрой Юлей приехали только что с Краснодара, вот буквально приземлились в Москву. Меня зовут Снежана, и нас очень интересует, Снежана, да, вы, как вот бы я вы вас лично назвали узнала, да. свою дочку, когда она у вас родится. Что, дочка? Как вы назовете свою дочку, когда она у вас родится? Ну, не знаю. Спасибо, Снежана. Спасибо. Привет вам. У меня собака была Синди. Так что, может быть, Синди назову. Ну, здрасте, такое сравнение собаки. Но она просто с тоже ребенком. девочка была. Или, ну, песня у меня Fairy Tale, да, или там Стрела. Ну, Стрела уже Ну ладно, очень Милена странно. назовешь, Но, хорошо. Конечно. Просто я говорю, что многие знаменитые люди, которые уже зазвездились, так как я, они Ой, начинают, ну, на они самом деле, начинают такой своих звездности я не- ребенков называть очень странные имена. Так что я думаю, что как раз Fairy Tale будет прекрасно. Девочка Fairy Tale. Ну, кстати, очень интересно. Fairy такое. Tale, давай, иди завтракать. Да, да. Вот. Давай, иди завтра. Ну, ты слушай, ты, наверное, все-таки к собачке пока Ну, да. привык. Не Иди знаю. завтракать. А что говорят дети? Ну, не знаю, там. Нету? Дочурик. Ага. Не знаю, А у иди тебя есть кушать. ребенок? Нет, Ребенок? пока нет. Тогда Я ж тебя тебе не говорю. знать. Понятно. Мы с тобой Хорошо. почти-то наравне. Наравне? Слушай, ну скажи мне честно, вот ты влюбчива вообще? Тоже там такие вопросы, на самом деле, Это каверзные. хорошо. Почему? Что каверзное? Это Все натура, всех натура наша. интересует твоя личная жизнь. Я просто. влюбляюсь и быстро здесь сразу пробую разлюбиться, потому что я понимаю, что, конечно, девушке это интересно, потому что я искренне могу влюбиться в человека, особенно вот в сердце, если очень умная девушка. Ты если боишься она- любви, если- да? Я не боюсь, я знаю, что мне легко найти девушку, которая, Ну, еще которая, бы тебе было останется, сложно. которая останется в Норвегии, будет чистить картошку, а я буду гастролировать. Ну, это с неинтересно фанатом. такая девушка. Мне интересно, я бы с Тебе удовольствием. интересны Но я такие знаю, девушки, что которые чистят да, картошку? но я знаю, что девушке мне было бы неприятно после пару лет. И Ну, поэтому так, нужно тогда, наверное, в Норвегии угомониться. одна, в Москве другая. Там, Или лучше вообще просто дружить с девушкой. И все. Круто. И все. У нас еще один звонок, просто не знаю, вот сегодня какой-то день звонков. Ну вот я Ну, тебе вы же я серьезно напрашиваетесь. тебе говорю, что такое первый раз у нас Да? за всю вот историю, чтобы столько звонков было, вот столько писали. Алло, 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 вы в эфире. Здравствуйте, меня слышно? Да, мы очень вас хорошо слышно, у тебя такой приятный голос. Саш, Ну, всем привет, привет. меня зовут Оля. Я, как и все твои преданные поклонницы, поздравляю тебя с выходом твоего нового клипа и песни. Они просто замечательные, волшебные и очень-очень милые. Ой, приятно. Я хотела бы спросить, Саш, а есть ли у тебя настоящие друзья, и как ты думаешь, возможна ли дружба между парнем и девушкой? О, Ой, интересный очень, вопрос, да, кстати, очень даже очень можно. шикарный вопрос. Я тебе могу показать, как парень и девушка может дружить. Конечно, и легче мне дружить парень и парень, потому что тогда у нас нету этих интриг, нету... Я это сейчас Что? просто так, ну нет, ну это прикол. Ну, конечно. Ну, это конечно. же, Нет без интриг, интриги нет никакой, желаний, наверное, каких-то, да? И мы можем просто играть в фифу, в футбольную приставку, и просто наслаждаться жизнью. Но я верю, что с девушкой тоже можно дружить, хотя, конечно, если красивая девушка и красивый парень, и они нравятся друг другу, это, конечно, это может привести к первому и к другому, но я думаю, что дружба самое главное, потому что дружба гораздо сильнее, чем... дружба сильнее, чем любовь, потому что любовь может быть больше яркая, но любовь быстро переходит в ненависть. Ну, мне вот кажется, как раз дружба это- ты имеешь в виду страсть. Страсть сильнее, Страсть, чем дружба. любовь. Я говорю, что дружба гораздо... Крепче. Гораздо крепче. Да. Вот. Так что нужно дружить людям. А друзья, Давайте. вот спросили, у тебя есть друзья, с которыми ты не... У меня есть, так я говорю... Настоящие, Я говорю там, же, с детства, у меня есть друг Томас. Я говорю, гораздо легче Never дружить. Green, Парень с парнем может дружить, потому что нету ничего, ни интриги, ничего сексуального. Мы просто разговариваем о девушек, разговариваем о футболе и все.
Скажи, пожалуйста, вот уже прям так время поджимает. Мне просто интересно, какие у тебя дальнейшие планы вообще? Где ты будешь гастролировать? Где тебя можно увидеть? В каких-то проектах будешь сниматься? Вот, прям? Ну, в этом смысле я очень трудный артист, потому что меня заказчики, конечно, спрашивают приехать сюда и туда, я очень благодарен этому, но я вот довольно трудный артист, потому что мне не нравится очень долго выступать. Мне не нравится, типа, отрабатывать, как это артисты говорят, по 2 часа, петь всю свою программу. Нет, 2 часа это долго. Да. Вообще 45 минут обычно Да? выступают. Ты тоже согласна? Я тоже. Да, А 45 минут многие должен спрашивают про 2 длиться часа. концерт. Но мне очень нравится, когда заказчики приглашают меня на фестиваль, на какие-нибудь вечеринки, чтобы я мог поздороваться со своей публикой, спеть 4-5 песен, и тогда как раз они вот энергетику получают мою, а Я потом... поняла, такой и выстрел, всё. стрела Амура, как прям в твоей песне, да? С котиком. С котиком, Да. да? В котика. Так что, например, я очень рад, что я сейчас буду на Славянском базаре в июле. А так я концентрируюсь, конечно, на русскую публику и на скандинавскую с моим детским альбомом и мюзиклом. А здесь русские песни. Ну, не знаю, наверное, последний вопрос. Когда ты вышел с огромной сцены Евровидения, почему-то, ну, сначала радовался, а потом ты так раз и резко стал серьезный. И к тебе подошли и спросили такой вопрос. Вы рады такой славе и так далее? Ты так ответил, что да, я, конечно, рада безмерно, но все когда-нибудь проходит, пройдет и это. То есть было очень Может быть, даже уже тогда все прошло. я не очень знаю. странно. Почему так ответил? Потому что я задумался, я почувствовал, когда такая большая радость, я представил, какая будет большая грусть или как мне будет пусто Ты иногда. реалист. Да. Ну, на самом Молодец, деле... ты меня отгадала. Вот все бы девушки меня так отгадывали. Да, Как ты. я тебя Да. прогадываю. Да, видите, какая простая. Простой. Саш, на самом деле очень приятно, что ты пришел сегодня к нам в эфир. Ты Я видишь, согласен. как мы тебя любит на самом деле публика. Спасибо вам большое Мы за желаем все тебе много звонки. концертов в России. Приезжай к нам. Спасибо еще раз. Чтобы было много концертов. Должно быть много давайте, так что показывайте мой клип «Котик» на YouTube всем вашим Мы друзьям. тебя будем показывать, знаешь. Ну, спасибо, что вы были с нами тоже, дорогие телезрители. Спасибо за все вопросы. Простите, если чьи-то вопросы мы не прочитали. Я думаю, что обязательно Мы потом Александр на планшете согласится прочитаем. к нам прийти, и он ответит, кстати, да. Вот. Ну и сегодня с вами была я, ведущая Милена Денега, и очаровательный, просто мировой, известнейший, популярнейший и любимый артист. Белорусский. Ну и уже, наверное, мировой. Мировой. Да. Александр Рыбак. Давай, хай-файв. Пока! Пока.